Ван Линь сразил настоящего посланника Громового Бессмертного, выдал себя за него и вместо наказания был официально признан и получил защиту от сильнейших существ высшего уровня. Почему так произошло? Ван Линь даже не мог представить, что во время своего путешествия по звездному региону Ло Тянь, где он выдавал себя за посланника Громового Бессмертного и пользовался этим статусом, чтобы грабить нефрит бессмертных и плоды Вознесения, а также лично убил настоящего посланника Лэй Дао Цзы, в итоге его не только не наказали сурово в зале Громового Бессмертного, но сам глава зала даровал ему настоящий статус Громового Бессмертного, который стоял выше всех остальных посланников. Иными словами, он не только избежал наказания, но даже поднялся прямо в официальную верхушку. Возникает вопрос. Зал Громового Бессмертного был слишком ленив, чтобы разбираться с ним, или просто не осмелился? Если посмотреть на двух великих покровителей, которых Ван Линь позже встретил в мире Громового Бессмертного, становится понятно, почему его не трогали ни сам зал, ни великие кланы звездного региона Ло Тянь. Во время его кампании на звезде Ганьхуан его громовой зверь был принят за посланника Громового Бессмертного. Это заставило семьи Гань и Сюй бояться быть вовлеченными, и они не решились помочь семье Хуань. В итоге Ван Линь использовал душу свободного демона, чтобы победить Лю Мэй и Хуан Уцина, которые ему противостояли. Хотя он прямо не говорил Цянь Хуази, что является настоящим посланником, его молчание и требования нефрита бессмертных в качестве наказания заставили всех думать, что он им и является. Позже, когда Ван Линь сопровождал своего сына Ван Пина в мире смертных, новость о появлении посланника Громового Бессмертного на звезде Цянь Хуан дошла до зала Громового Бессмертного. Для расследования был отправлен Лэй Дао Цзы, посланник уровня Инь Пустоты. Он не нашел Ван Линя, но обнаружил Ван Пина, чье тело было сформировано из меча Линь Тяньхоу, и попытался вмешаться. В критический момент появился Ван Линь. Ему было все равно, посланник перед ним или нет. Любой, кто посмеет тронуть его сына, был обречен на смерть. С помощью марионетки и зверя он мгновенно убил Лэй Дао Цзы, переработал и забрал его жетон Громового Бессмертного. Позже, когда открылся мир Громового Бессмертного, для входа требовалось огромное количество плодов Вознесения. Эти плоды обладали эффектом онемения, и Ван Линь планировал использовать их, чтобы обездвижить Ван Юэ и получить золотую руду для развития жемчужины, бросающей вызов небесам. Но собрать такое количество было невозможно. Поэтому он пошел ва-банк и официально начал выдавать себя за посланника Громового Бессмертного, используя громового зверя и жетон, чтобы массово собирать нефрит бессмертных и плоды Вознесения у семей северной части звездного региона Ло Тянь. Хотя он пытался скрыть следы, секреты не могут оставаться тайной вечно. Тем более смерть Лэй Дао Цзы обязательно должна была быть расследована залом Громового Бессмертного. К счастью, в этот момент открылся мир Громового Бессмертного, и Ван Линь вошел туда, чтобы получить возможности, выиграв время. И именно там он встретил двух существ, которые стали его сильнейшей поддержкой. Первым был Янь Лэйцзы, мастер зала Громового Бессмертного, чья культивация достигла уровня разрушенной нирваны. Когда Ван Линь впервые вошел в этот мир, он встретил старика, не зная его истинной личности. Янь Лэйцзы, конечно же, знал, что Ван Линь выдает себя за посланника, и убил настоящего. Тем не менее, он не стал создавать ему проблемы. Причины были две. Он хорошо относился к нему, а также сам происходил из альянсного звездного региона, но позже перешел на другую сторону. Более того, он использовал громового зверя Ван Линя для перетаскивания и переплавки осколка континента в качестве оружия для предстоящей войны против Союза. Из-за этого он не только не наказал Ван Линя, но даже помог ему позже, когда того преследовал кровавый предок. Второй фигурой был его старший брат, бессмертный Цин Шуй. Он был учеником императора бессмертного Байфаня и обладал чрезвычайно высокой боевой силой. Он считал Ван Линя своим младшим братом из-за техники «Призыв ветра», которую Байфань когда-то в шутку назвал знаком ученика. В итоге Цин Шуй публично объявил, что Ван Линь его младший брат. С этого момента никто не смел его трогать. Даже сам зал Громового Бессмертного больше не предпринимал против него действий. Ван Линь из чужака-обманщика превратился в официально признанного Громового Бессмертного, стоящего выше сотни других. И в этот момент его положение в звездном регионе Ло Тянь полностью изменилось. Теперь он уже не был беглецом, не был самозванцем и не был тем, кого можно было легко устранить, потому что за ним стоял бессмертный Цин Шуй. А прогать Ван Линя означало бросить вызов Цин Шую и рискнуть уничтожением всего клана.
После того, как его положение в звездном регионе Лотянь полностью изменилось, он окончательно перестал быть целью для большинства сил. Любые старые обвинения, включая убийство Лэй Дао Цзы и его прежнее притворство посланником Громового Бессмертного, больше никто не смел поднимать. Причина была проста. Его статус уже закрепился на уровне, который нельзя было игнорировать. Он был признан залом Громового Бессмертного как настоящий Громовой Бессмертный, а также официально назван младшим братом Циншуя. С этого момента Ван Линь начал получать доступ к еще более высоким ресурсам и возможностям, включая участие в церемониях и испытаниях, связанных с Громовым Бессмертным миром. Одним из таких ключевых событий стала церемония возведения в ранг. Ван Линь участвовал в ней уже как представитель нового уровня силы. Несмотря на то, что он по-прежнему формально находился на стадии ранней нирваны, его реальная боевая мощь значительно превосходила обычных культиваторов того же уровня. На церемонии он без особых трудностей подавил всех представителей молодого поколения звездного региона Лотянь. Никто не смог составить ему конкуренцию. После этого Циншуй лично объявил перед всеми великими кланами: Ван Линь является его младшим братом. И любой, кто посмеет тронуть Ван Линя, будет уничтожен вместе со своим кланом. Это заявление закрепило его положение окончательно. Даже самые влиятельные силы региона понимали, что теперь Ван Линь находится под абсолютной защитой. Однако, несмотря на это, Ван Линь не остановился в развитии. Его путь культивации продолжался, и впереди его ждали еще более глубокие уровни мира Громового Бессмертного и новые столкновения с существами, выходящими за пределы понимания обычных культиваторов. Именно таким будет Ван Юэ. Не человек, не зверь, но паразит, рожденный в эпоху, когда древние боги еще ходили по земле, оставляя после себя трещины в самой ткани мироздания. В венах исполинов, в пульсации их сердец, в золотистой крови, что текла по каналам их тел, как расплавленная звезда, пока древний бог дышал, Ван Юэ спал. Он питался крохами их силы, впитывал эхо их мыслей, учился терпению веков. Иногда, когда бог нуждался в скрытой мощи, Ван Юэ пробуждался, как инструмент. Клинок, выкованный из крови и молчания, готовый по первому зову хозяина вонзиться в плоть мира. Чем могущественнее был носитель, тем глубже укоренялся паразит. Он вбирал в себя не только силу, но и память, становясь живым архивом павших эпох. Но смерть бога была для него не концом, а испытанием. Ван Линь узнал об этом. В домене Лотянь, где небеса были испещрены рунами павших богов, а ветер нес запах пепла и звездной пыли, он вступил в ловушку, сотканную из оскверненной ауры. 100 лет он провел в безмолвном противостоянии, где время не шло, а вязло, как кровь в жилах. Там, в этом пространстве, рожденном смертью и памятью, Ван Юэ проявился. Для Ван Линя, шедшего путем отречения, Ван Юэ стал зеркалом. Оба существа, рожденные в чужой плоти, но отказавшиеся быть ее частью. И именно там, за пределами привычных регионов, его ждут еще более опасные тайны, связанные с истинной природой мира и его силой. Напишите в комментариях, как вам такой интересный поворот событий и друзья Ван Линя. А если видео понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.